Марксизм, конечно, я это открыто заявил, сыграл свою роль в 20 столетии. Благодаря марксизму мир преобразился. Как, это другой вопрос, я не буду эту тему развивать. Но для того, чтобы понять, какие тенденции породил марксизм, и как эти тенденции будут проявлять себя в 21 веке и 22 и далее, надо понять глобальный исторический процесс, о котором представления в обществе нет, потому что эта тема закрытая. И также я сказал, что марксистам, чтобы это все понять, надо отрешиться от культовой версии вот этого глобального исторического процесса, которая описана, с одной стороны, в Энгельсе, а с другой стороны, в Библии. Да, наша цивилизация может быть последняя, но не первая. И до нас были другие цивилизации. И сейчас достаточно исследований и артефактов, которые говорят об этом прямо и откровенно. Предпоследней цивилизацией была допотопная цивилизация, в которой было две расы. Раса рабов и раса господ богов. Почему? Они жили намного дольше, и библейские сообщения о 900 и 1000 лет, видимо, имеют какое-то основание. Они создали свою культуру, и раса рабов воспринимала их в качестве богов. Но вот почему-то произошел потоп. О том, что потоп был, никто этого не отрицает. Был он всемирным или какие-то материки он не захватил, это неизвестно. Известно только, что в результате сильнейшей геофизической катастрофы. Но вот что интересно. Был у нас в России такой писатель, мистик Дмитрий Мережковский, который в 17 году интуитивно понял это, и написал он книгу «Тайна трех». Она впервые была издана в 2001 году. Тираж небольшой. Перед тем, как ехать к вам сюда, я ее перечитал и выписал для себя небольшие фрагменты, чтобы вы поняли. Вот об этих богах Атлантиды, по сути, вся мифология Древней Греции. А Мережковский там пишет о Египте, Греции древней и Атлантиде. Вот что, есть известно, наверное, всем, кто образованные люди, работа Платона «Крития», где он рассказывает об Атлантиде. Я буду зачитывать фрагменты из «Крития» и фрагменты из Библии. «Вечные дети, нет старца в Элладе, нет у вас никаких преданий, никакой памяти о седой старине», говорил Солону, афинянину, старый саийский жрец из Египта. Это беспамятство нового человечества объясняет он всемирными потопами, пожарами, многократно истреблявшими род человеческий. Только в Египте их не было, и только здесь сохранилась память о допотопном человечестве. А почему в Египте? Дальше Мережковский цитирует воспоминания саийского жреца, и фрагменты Библии показывают их полную идентичность. Был некогда остров против того пролива, который вы называете столпы Геркулеса. Земля по размерам больше, чем Ливия и вся Малая Азия вместе взяты. Этот остров Атлантида, сообщает саийский жрец, одно из древнейших сказаний Египта. Атланты, жители острова, были сынами Божьими. Обратите внимание на это. Это из Крития. Далее я зачитываю книгу Бытия, главу 4-6. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им.
Дальше опять из Крити. Когда же божеская природа людей постепенно истощилась, смешивалась с природой человеческой, наконец человеческая природа возобладала над божеской, то люди развратились. Мудрые видели, что люди сделались злыми, а немудрым казалось, что они достигли вершины добродетели и счастья, в то время как обуяла их безумная жадность к богатствам и могуществу. Тогда Зевс и решил наказать развращенное племя людей. Цитата из Крити. А вот из Библии. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков». Это Бытие, глава 6, 5, 7. Конец обоих преданий почему-то идентичен полностью. Египетский Бог говорит: «Я разрушу, что создал, потоплю землю, и земля снова станет водою». Библия. «Воды потопа пришли на землю, и лишилась жизни всякая плоть». Бытие, глава 6 и 21. «Произошли великие землетрясения, потопы в один день и в одну ночь. Остров Атлантиды исчез в пучине морской». Из Крити. А вот сентенция самого Мережковского. Что такое Атлантида? Предание или пророчество о будущем? Была ли она или еще будет? Атланты – сыны Божьи, или, как мы теперь бы сказали, человека-боги, и не ждет ли нас тот же конец, что и атлантов? Апокалипсис описывает последний этап библейского проекта, написанный под диктовку выживших после потопа атлантов. Так, медленно склоняясь и холодея, мы близимся к началу своему. Мемфис и Гелиополь ближе к будущему, апокалипсичнее всех наших современных городов. Каменные иглы обелисков на площадях Константинополя, Рима, Парижа, Лондона и Вашингтона, вечные вехи на пути человечества от Атлантиды к апокалипсису. Конец Атлантиды – начало Египта. Конец первого мира – начало второго. Апокалипсис – конец второго и, вопрошает он, начало третьего. Вот вам прямое свидетельство еще начала XX века. А теперь сами давайте подумаем. Да, кто-то, какие-то из тех, кого считали богами, они выжили и оказались в Египте. И что, по-вашему, они должны делать? Какой проект они должны были реализовывать? Точно тот же, которым они занимались в Атлантиде. Извлекли ли они урок из того, что произошло? Поняли ли они, почему погибла Атлантида? По-своему извлекли. Если кратко, много версий, почему погибла Атлантида, но по своей узкой специальной деятельности я занимался так называемым параметрическим резонансом, который свойственен корпусам подводных лодок в их взаимодействии с грибным винтом. Те из вас, кто наблюдает на РЕН-ТВ о поисках Склярова в Египтах, в пирамидах Египта, Мексики и других стран, именно Скляров, который много стал показывать, как устроены внутренности пирамиды, навел на мысль, что, конечно, пирамиды выстроены не в Египте, это допотопные сооружения, а жрецы Атлантиды занимались тем,
что они переводили звуковые колебания в инфразвуковые. Поскольку в пирамидах обнаружил так называемые волноводы. Если вы, чтобы понять, что это такое, возьмите пианино или рояль, нажмите левую педаль и постучите по клавише в высокой октаве, и вы услышите отражение в низкой. Это такой примитивный показатель, что такое низкочастотный параметрический резонанс. И вот они, пытаясь получить все более мощные энергии, а чем частота ниже, тем мощность волны выше, и выстраивая волноводы, скорее всего, попали на собственные частоты колебаний Земли в целом. И, как говорится, заигрались. Можно подсчитать собственную частоту колебания Земли как шара. Это есть в интернете, вы можете найти. Это примерно 3 десятитысячных доли Герц. Вот, занимаясь подобными исследованиями на подводных лодках, на частотах 3-5 Герц длина волны 1,5 километра. Мощность звуковой волны такая, что обходит весь земной шар. Если они попали на резонансную частоту, то Земля ответила им. Плиты сдвинулись, а вода обладает инерцией. Она просто смыла все, что было на этих плитах. А плиты, период колебаний 60 примерно минут. Вот и прикиньте. Еще раз говорю, это сугубо моя версия. По чистой случайности я занимался этим в своей узкой специальной деятельности, поэтому мне понятно. Сам Скляра даже не понял, чего он такое откопал.